Всем привет, я снова с вами. Сегодня будем разговаривать о событийной архитектуре. Это последняя лекция, которая у нас осталась из архитектурной секции. Дальше поговорим с вами про различные базы данных, очереди сообщений, немножечко поговорим про докер. Собственно, будет в чатике опросик по поводу того, что вам наиболее интересно, чему посвятить отдельное время и уделить особое внимание. Что такое у нас событийная архитектура вообще? Как всегда, надо обратиться к Википедии. Это шаблон распределенной асинхронной архитектуры, используемый для создания масштабируемых приложений. Состоит из разделенных одноцелевых компонентов, которые асинхронно генерируют, получают и обрабатывают события. Как всегда, очень дельное определение. Давайте лучше попробуем посмотреть на примерах с какой-то реальной жизни, где у нас вообще есть какие-то события и где мы, соответственно, можем построить событийную архитектуру. Во-первых, это всем известные уведомления. Само по себе уведомление является событием. Довольно логично, что это относится к IDA, с Event Driven архитектуре. Обновление в реальном времени. Достаточно, думаю, понятно, что если мы будем рассматривать, например, какую-нибудь онлайн-игру, не пошаговую, то с помощью какого-нибудь REST API ее будет достаточно сложно реализовать, потому что события у нас генерирует не только клиент, но и сервер. Соответственно, нам нужны какие-то подписки, нам нужен какой-то способ получать обновление с сервера, и да, это событие. Также к событийной архитектуре можно отнести длительные процессы. Что под этим понимается? То есть, если вы бронировали где-нибудь онлайн билеты, оплачивали их, потом вам приходило сообщение о том, что полет у вас в такое-то время, из такого-то гейта, вот ваши билеты, вы можете подтвердить бронирование, скачать билеты, распечатать, и вот это все сделать. То есть на этот весь процесс, неожиданно мы можем смотреть как на процесс, который очень длительный и который происходит с того момента, как вы начали покупку билета, и, собственно, до того момента, когда вы сели в самолет. И все, так сказать, общение между этапами этого процесса может быть построено на событиях, ну и внутри этапов также. Но в целом вот такие длительные процессы тоже можно относить к событийной архитектуре, потому что соответственно, когда человек купил билет, его там нужно перед полетом за день как-то нотифицировать, что вот пройди по ссылочке, пожалуйста, подтверди бронирование, выбери места, скачай, распечатай билет. Также параллельная обработка. Если у вас есть, допустим, какой-то набор элементов, которые вам хочется как-то обработать, можно, конечно, параллельную обработку построить, ну, и на синхронных каких-то вызовах, то есть взять каждый элемент, разбросать этот элемент на отдельные воркеры, дождаться, пока он отработает, но есть различные нюансы, связанные с тем, а что если обработка каждого элемента достаточно тяжелая и требует каких-то значительных вычислений, а воркеров у вас все-таки не неограниченное количество, то есть сервисов, которые обрабатывают эти вычисления, и вам нужно сделать как-то так, чтобы их не перегружать, то разумнее было бы каждое отдельное атомарное вычисление сделать некоторым событием, выкинуть его в очередь, а там уже воркеры, когда освободятся, они заберут из очереди эти сообщения, обработают их, когда все будет закончено, они, соответственно, будет сгенерировано какое-то сообщение об окончании, и можно будет забрать результат. Также пакетная обработка, как частный случай, когда у вас есть какой-то большой набор событий, вам нужно его обработать по кусочкам, вы точно так же можете сложить все это сообщениями в очередь и использовать какую-то очередь, которая подразумевает, например, обработку пакетную, то есть у вас воркер может забрать не один элемент из очереди, а сразу там 2, 10, 100, 1000, в зависимости от объема пакета, и обработать их.
А, на самом деле событийно ориентированную архитектуру можно применять, ну, практически везде, потому что чаще всего все, что мы моделируем, так или иначе каким-то образом относится к событиям. Даже если мы возьмем простое веб-приложение с каким-то, может быть, мобильным клиентом, с мессенджером для поддержки, мы можем просто веб, например, у нас генерирует события заказов. На мобиле у нас находится какой-то там, скажем, интерфейс либо администратора, либо продавца, где он может посмотреть, какое количество у нас товаров есть на складе, а в мессенджере у нас, например, поддержка наших клиентов осуществляется, и в принципе все это может публиковать сообщение, например, сообщение: сделан заказ, запрошен остаток, запрошена помощь, и все это отправляется куда-то в центральный маршрутизатор событий, а маршрутизатор событий уже говорит: так, у меня есть сообщение заказа, кто у меня там слушает сообщение заказа? Сервис заказов слушает, на тебе сервис заказов сообщения, и производи там дальше какие-то действия. Аналогично со складом и с поддержкой. А если упростить всю эту схему и посмотреть абстрактно, о чем мы сегодня будем говорить, мы будем говорить о событийной архитектуре, где у нас сервисы в событийной архитектуре общаются через брокера сообщений. Есть такие понятия, как событие, издатель, подписчик и брокер. На самом деле событийная архитектура может быть без брокера, но чаще всего это не используется, там есть свои особенные нюансы, и на самом деле вот при текущем положении вещей использовать брокер сообщений гораздо проще, чем все остальные модели. Остальные модели, когда у вас каким-то образом напрямую есть сервис Discovery, где вы знаете, каким вы подписантам должны отправить сообщение, они чаще всего используются в очень-очень-очень узких случаях, потому что это банально сложно. Давайте посмотрим, что такое событие и как мы вообще можем определить событие. У нас есть событие, как включился свет, предполагаем, данные пользователя изменились, датчик произвел замер температуры, предложение сделать кофе и день милиции. Вот кто думает, что из этого событие, что из этого не событие? День милиции не событие? Ну ладно. На самом деле это, если кто не знал, поздравляю, сегодня День милиции. Да, День внутренних вооруженных сил. Не суть. Короче, на самом деле включился свет — это некоторое уведомление, да, определенное это событие. Данные изменились, оповещение об изменении данных — это однозначно событие. Датчик произвел замер температуры, опять же уведомление — это событие. Сделай мне кофе — это вообще не событие, это как бы, как сказать, в целом вы можете отправлять команды как событие через шину сообщений. Но в полной мере это не будет событие событийной архитектуры. То есть вы, по сути дела, строите тот же удаленный вызов процедуры, только вместо транспорта вы используете шину событий, но не пользуетесь сообщением в шине событий как событием, а пользуетесь именно как началом удаленной процедуры. День милиции зависит от контекста. Если я вам сообщаю: поздравляю, ребят, сегодня день милиции, вот, то да, если это просто некоторая сущность или констатация факта, что он существует, нет, к сожалению, это не в полной мере событие, к счастью. Так, во-первых, как можно определить событие в общем виде? Событие имеет некоторый тип или его производную. То есть, что значит производную? У вас событие публикуется в некоторый как бы обособленный поток, который вы можете однозначно идентифицировать. То есть у вас есть, например, все изменения датчиков, есть поток изменения датчиков, туда публикуются события, ну вот так вот изменение датчика — это будет некоторая производная типа.
Сообщение на самом деле может быть типизировано гораздо большим количеством параметров. У вас как может быть общий поток событий датчиков, так и порожденный из этого общего потока поток изменений чистой температуры. Или наоборот, несколько различных потоков, которые сведены в один. Об этом мы позже поговорим. Событие может нести дополнительные данные, кроме типа, оно может иметь, это было бы странно, если бы, например, у нас было бы событие, температура изменилась без какого-то абсолютного значения температуры или относительного изменения. И что самое главное, событие не предполагает, что на него должен быть какой-то ответ. Это не значит, что мы не знаем, что событие было успешно отправлено адресанту, но мы знаем это, как правило, должны знать это на брокере. Для некоторых случаев брокер может не интересоваться у подписчика, получил тот событие или нет. То есть, если вам нужно максимально ускорить, и ваша система устойчива к потерям событий, или эти события просто не слишком важны. То есть, вы, например, собираете какие-то показатели с датчиков, и они собираются у вас избыточно часто, и поэтому, если вы потеряли даже парочку подряд, допустим, в вашей задаче это не критично. Вы можете не устанавливать так называемый acknowledge и говорить, что событие выкинул, и все, и хорошо. Если его прочитал подписчик, молодец. Не прочитал, ничего страшного. Но в целом, когда вы публикуете событие в очередь, вы знаете только то, что оно успешно опубликовано, очередь его приняла, то есть брокер его обработал, и оно будет когда-нибудь отправлено, возможно, если у него появятся подписчики. Но ничего больше о жизни этого события вы знать не должны. Поэтому, если вы публикуете событие «Сделай мне кофе» и ждете обязательно связанные с ним данные о том, что кофе готово, то это уже может быть больше в сторону РПЦ через событийную шину. Что такое брокер сообщений? Брокер сообщений — это в целом отдельный сервис. Как правило, это не самописный сервис. Мы тут будем говорить дальше о чем-нибудь типа Kafka, RabbitMQ, Redis в качестве брокера сообщений и так далее. Тут уже в зависимости, что влезет. Об основных поговорим об этом точно на следующих занятиях. Как правило, это какой-то сервис, который мы либо предоставляем в облаке, который либо у нас предоставляется в облаке, и мы просто берем его как сервис, заказываем, либо это у нас самостоятельно развернутая некоторая сущность, которая осуществляет маршрутизацию сообщений, обеспечивает некоторую надежность их доставки, то есть надежность доставки, она, как правило, конфигурируется. Когда мы говорим о надежности доставки, мы тут говорим о 3 случаях, что сообщение доставлено хотя бы раз, at least once, то есть у вас могут быть дубликаты сообщений, соответственно, сервис может получить сообщение 1, 2, 3 и так далее раз, но этот тип надежности говорит, что сервис сообщение точно получит, но не гарантированно сколько раз. Есть, соответственно, хотя бы раз. Мы гарантируем, что сервис получит сообщение точно не больше 1 раза, но может не получит его вообще. И есть надежность, которая называется exactly once, то есть строго 1 раз. В общем случае, если рассматривать супер глобально, exactly once доставка у вас достижимо только в том случае, если вы с этим сообщением ничего потом не делаете, ничего не происходит. То есть говорить о доставке exactly once в реальном мире можно говорить с некоторой точностью. То бишь Kafka обеспечивает это на
100%, грубо говоря, саму доставку, но если вы что-то начинаете делать в процессе, например, не можете там отправить подтверждение после того, как вы обработали это сообщение, то, конечно, никакой доставки точно один раз у вас не получится. Ну и вообще этого, в общем смысле, этого достичь невозможно, потому что у нас распределенная система, потому что у нас могут отказывать узлы, у нас может отказывать сеть, и, соответственно, нет такого протокола, который позволял бы нам гарантировать, что сообщение обработано точно один раз. То есть доставить-то точно один раз вы его можете, но когда оно доставлено, вам с этим сообщением, как правило, нужно что-то сделать, а не просто порадоваться тому, что вот на мой сервис пришло сообщение, вывести там его в консоль, например, да? Вам нужно что-то с этим сделать, сходить в другой сервис PRPC, вам нужно что-то записать в базу данных, нужно сделать что-то еще и после этого сказать очереди сообщений, то бишь брокеру, что все, классно, я сообщение обработал, можно сообщение удалять. Или, например, это сообщение не может быть обработано вообще никак, оно сформировано неправильно, сделать там с ним что-нибудь. Но на самом деле, если в этот момент произошел какой-то разрыв, какая-то авария, просто сообщение потерялось в глубинах космоса, понятно, что мы тут гарантировать, в общем, обработку сообщений не можем, но можем с некоторой очень большой вероятностью гарантировать все-таки, что оно будет доставлено единожды, и, соответственно, если все прошло хорошо, тогда и обработано единожды. Предоставляет брокер также абстракции для работы с сообщениями. Где-то это очень простые абстракции в виде каких-то очередей, на которые можно подписаться и просто послушать. То есть у вас есть именованная очередь, вы ожидаете из нее сообщения, эти сообщения каким-то образом к вам прилетают, вы можете что-то с ними делать. Есть высокоуровневые абстракции, которые позволяют маршрутизировать эти сообщения. То есть, предположим, у вас есть общий поток сообщений датчиков, и вы на уровне брокера можете разделить его на разные очереди, например, даже датчики влажности, датчики температуры, и подписаться конкретно только на события датчиков влажности. Есть низкоуровневые абстракции, будем обсуждать Kafka. Там, например, есть в очередях разделение на партиции. Также брокер регулирует жизненный цикл сообщения. Это касается того, вот этой семантики доставки. Это касается того, что некоторые брокеры предоставляют, например, специальные методы обработки сообщений, которые по тем или иным случаям не могут быть использованы сервисом. Ну, то есть, например, вы там сейчас в активной стадии разработки, у вас такой MVP, ваш коллега делает сервис, который публикует сообщения для вашего сервиса, и что-то вы там не до конца согласовались с протоколом, и это сообщение на вашем сервисе, хоть оно и приходит, но оно не может быть обработано, потому что у него не хватает каких-то полей, или есть лишние поля, или поля не того формата. И в целом некоторые брокеры сообщений предлагают, например, такую штуку, как Dead Letter Exchange встроенную, куда вы можете сказать: вот у меня сообщение было, оно мне пришло, я ничего с ним сделать не мог, отложи, пожалуйста, в связанную очередь сообщений, в которой хранятся вот такие сообщения, с которыми по каким-то причинам у меня не получилось поработать, а потом, в свою очередь, на эту уже, так сказать, вторичную очередь можно подписаться и провести какую-то обработку сообщений с точки зрения того, что, возможно, как-то можно восстановить этот процесс, который сломался, или, наоборот, провести какие-то обратные действия. То есть, например, если у вас есть какой-то заказ, события, вы этот заказ не смогли обработать, отложили события в Dead Letter Exchange и подписались потом на него другим сервисом, который осуществляет откат заказа, возвращение денег, разблокировку там, возможно, каких-то заблокированных активов и так далее. Издатель-подписчик, но тут на самом деле все просто. Издателем называется сервис или сущность, которая публикует сообщения в брокер. Подписчик — это тот, кто эти сообщения слушает. На самом деле, как бы издателем и подписчиком может быть один и тот же сервис, точнее, как сказать,
Есть случаи, когда может быть, но тут имеется в виду, что издавать он может одни сообщения, а слушать другие типы сообщений. Есть разные типы подписок. Это подписка по пушу. Это когда брокер своим подписчикам сам отправляет сообщение. И пул подписки. Это когда подписчик приходит к брокеру, говорит: я подписчик, у меня вот какие-то есть такие идентификаторы, я буду к тебе изредка ходить и забирать из этого топика сообщения. Брокер говорит: ок, все нормально, я тебя авторизовал, записал, что ты вот последнее сообщение видел вот такое, пока. И они разошлись, как в море корабли. Потом подписчик пришел, подергал брокера, говорит: есть что для меня. Он вывалил на него 10 гигабайт сообщений, подписчик умер, и все. Как бы. На самом деле существуют эти разные способы организации подписки для разных случаев. То есть, если у вас события происходят достаточно редко, понятно, что нет смысла подписчику бегать и дергать брокер постоянно там: ну что, есть для меня сообщение? Ну есть сообщение? Нет? Ну типа там, когда что-то будет? Типа, ну когда уже повешают расписание, да? Ничего от этого не изменится. Когда событие будет, если оно происходит редко, ну, вам сообщат. И брокеру сообщить об этом событии всем подписчикам проще, потому что оно происходит редко. Но с другой стороны, если у вас есть прямо непрерывный поток событий, постоянно приходят какие-то объекты, то есть, допустим, те же самые измерения датчиков, то бедный брокер сидит такой: о, новое событие, надо отправить этому и этому и этому и этому. А подписчик сидит и такой: господи, сколько же событий, я уже не успеваю их обрабатывать. Как бы остановись, горшочек, не вари просто. Тут наоборот получается, что подписчику в таком контексте гораздо проще. Он обработал события, такой: все, отдохнул, все хорошо, сходил к брокеру, говорит: есть там еще что-нибудь, ну не больше 10, пожалуйста. Брокер говорит: да, конечно, есть, забирай. Подписчик их получил и пошел снова обрабатывать, и никто его больше не дергает. И поэтому для разных ситуаций, возможно, следует выбирать разных брокеров, но это обычно касается очень большой нагрузки. То есть, на самом деле, на каком-нибудь приложении с 30 РПС, если вы выберете там RabbitMQ или Kafka, вы вообще совершенно вас может это не интересовать, какая там семантика работы с подписками. Когда использовать событийную архитектуру, то есть яркие маркеры? Понятно, мы уже говорили про весь реал-тайм. Реал-тайм вообще неудобно моделировать не через события, если это особенно большой реал-тайм, в который постоянно добавляются некоторые новые активности, то есть у вас там на событие пользователь зашел в игру, условно, вам не просто там нужно передать координаты и модельки ближайших персонажей, там кто, а оказывается нужно там и почту его проверить, там интерфейсик прогрузить, и у вас вот эти вот активности могут постоянно нарастать сбоку. Событийная архитектура. Чуть менее очевидно — это репликация данных. То есть, когда вам одни и те же данные нужны в нескольких сервисах, вы не хотите там последовательно вызывать, откладывать их в базу данных сервиса А, базу данных сервиса Б, опубликовали события, это событие сразу всем доступно подписчикам этой очереди, сервис А и сервис Б получат одни и те же данные, практически гарантированно. Параллельная обработка, это мы уже говорили. Мониторинг в реальном времени. Опять же, если у вас стоит задача, например, какая-то антифрода, то есть какие-то плохие люди приходят к вам на сервис, делают какие-то плохие вещи, и вам нужно как-то определять, собственно, что происходит. Можно, конечно, брать раз в день логи всех событий,
парсить их и делать какие-то выводы, но тогда в лучшем случае у вас реакция на события будет раз в день, а там, возможно, уже, списали все деньги, увели всех коней, и все, ничего уже нету. Хотелось бы обрабатывать в реальном времени, поэтому какие-то важные события организуются в очередь, эта очередь слушается, есть какое-то, например, скользящее окно, в котором накапливается информация. Если у вас какой-нибудь показатель, например, клик по какой-то одной ссылке неожиданно растет в 10 тысяч раз, вы такие: о, в моей системе что-то происходит не так. И сразу понятно, и сразу можете отреагировать, и, соответственно, сразу выбросить событие, что уважаемый админ, обратите внимание, у вас там типа кластер упал. Высокая устойчивость к отказам. Как правило, если вы используете брокеры сообщений это супер, невероятно надежные штуки. Если вы используете какой-то сервис на каком-нибудь, например, Яндекс.Облаке, Кавку, она там сама масштабируется, все работает уже хорошо, и тут вы можете быть уверены в том, что ваши сообщения не потеряются, если они были успешно опубликованы в очередь, они дойдут до адресата, это не будет тормозить. И, в общем, брокеры предоставляют очень высокие гарантии к доставке и к скорости работы, и к отказоустойчивости. То есть, как правило, брокер — это не один сервис, это целый набор сервисов, объединенных каким-то протоколом синхронизации. Поэтому даже если у вас упадет там несколько брокеров из 5, все продолжит работать, брокеры поднимутся, данные в сохранности, все хорошо. Большинство брокеров сообщений предоставляют персистентные сообщения, то есть даже если упало вообще все и брокеры все перезагрузились, то эти сообщения сохранены в каком-то хранилище. Когда брокеры поднимутся, сообщения снова вернутся в очередь и снова будут отправлены тем адресатам, которые ожидают их получения. Не все брокеры умеют это делать, либо у некоторых брокеров это настраивается отдельно. Естественно, персистентность сообщений — это дополнительная нагрузка, и это влияет, как правило, на скорость отправки сообщений, если это не, механика брокера по умолчанию. И, соответственно, микросервисная архитектура, но если мы уже говорим про общение между сервисами, хорошо это ложится на микросервисную архитектуру. Я тут уже все рассказал, оказывается, я делал слайды. Что-то я интересное тут для себя записал. Также высокая устойчивость к отказам. Некоторые брокеры сообщений, например, Kafka, могут предоставлять вам не только гарантии отправки сообщений, не только персистентные сообщения, но еще и логи сообщений. То есть вы можете построить свою машину времени, то бишь вы прочитали там условно последнее сообщение, которое было в очереди, и подумали, а неплохо было бы теперь для полного понимания перечитать это вот с какой-то точки. И та же самая Kafka позволит вам откатиться по времени и снова перечитать все сообщения, которые были в очереди. То есть если даже у вас, например, ваш сервис не пережил какой-то развал кластера или просто он как-то аварийно завершился, и вы понимаете, что все данные, начиная с какой-то точки во времени, были повреждены, то используя брокер сообщений, вы можете откатиться по времени, перечитать эти данные и как-то синхронизироваться заново. Классно? Классно. Что кроме того, что мы говорим о сервисах, про микросервисную архитектуру можно сказать. Естественно, событийная архитектура, она повышает независимость и автономность. Ну, то есть тут понятно про независимость, вы опубликовали сообщение в очереди. Вы даже не знаете, кто его читает, автономность автономна максимально. В этом, кстати, скрывается и маленький минус событийной архитектуры. Ну как маленький, достаточно жирный. Вы не знаете, кто читает ваше сообщение. И вы думаете, у меня, кажется, идентификатор-то не числовой, а строковый. Надо бы его поменять. А могу ли я поменять? А кто вообще опирается на этот идентификатор и как мне узнать? И вот тут, если ваш брокер сообщений предоставляет какие-то средства мониторинга, у вас все хорошо. А если у вас какой-нибудь там самописный брокер сообщений через Redis, у вас, возможно, все работает очень быстро, но вот кто подписывается на него,
Загадка. И сломается ли что-нибудь в вашей компании? Загадка. И хорошо, если вы узнаете о том, что что-то сломалось сразу, а не через месяц к вам придет отдел аналитики и скажет: дорогой друг, а почему у нас нет статистики за месяц? Я идентификатор поменял. Ну, вот. Такое бывает, но как бы за удовольствие в виде бонусов событийной архитектуры приходится платить. Гибкость тут тоже понятна. Вы публикуете сообщение, кто захотел, тот подписался. Вам вообще, вы можете даже не разговаривать с этими командами, которые потребляют ваши сообщения, дали им протокол, и это даже не ваша проблема. Вы опубликовали сообщение, да? Они к вам не ходят, они не забирают у вас никакие данные, они просто слушают сообщения из брокера. Максимально гибко можно наращивать количество слушателей, пока держит брокер. Масштабируемость. Брокер держит очень много. Та же Kafka держит сотни тысяч РПС при правильной конфигурации, то есть дай бог каждому, чтобы у него на сервисе было столько РПС. Устойчивость к сбоям я рассказывал, и балансировка нагрузки в реальном времени — это на самом деле неочевидный бонус, что если вы можете организовать какую-то семантику получения сообщений, например, либо на брокере установить какой-то рейт-лимит отправки сообщений в один воркер, либо воркер может как-то сам задать то, что он свободен, то просто публикуя сообщение, и если вас не интересует конкретно то есть вам важно, чтобы оно было, например, обработано сегодня, а в среднем сообщение обрабатывается там от секунды до 10 минут, да? Вы его опубликовали, все, когда-нибудь оно будет обработано сегодня. Классно, там, возможно, даже у вас есть какие-то пиковые нагрузки в определенные часы, и вам как-то надо с ними справляться, но результат обработки этой нагрузки вас может интересовать там сильно позже. И вместо того, чтобы в момент пиковой нагрузки дико масштабировать количество сервисов, чтобы они могли ее обработать, вы просто складываете запросы в некоторую очередь, например, ту же самую Kafka, и ждете, пока эта очередь разберется. И уже у вас нагрузка распределяется, допустим, вот с тех 2 часов, когда она выросла, там, на часа, скажем, 4, но плавненько. И одинаковое количество воркеров ее обслуживают, вам не нужно выводить больше воркеров. Или, возможно, у вас вообще там есть какой-то этап накопления событий, когда они в основном накапливаются, а ближе к ночи, когда трафик спал, у вас эти сообщения потом обрабатываются из очереди, и к утру, к следующему, там, у ваших всех клиентов готова, например, их статистика просчитана. Мы тут столько проговорили про микросервисы, а вообще вопрос, а зачем было говорить про событийную архитектуру и что она нужна для микросервисов? Неужели не только в микросервисах можно событийную архитектуру организовать? Как бы да, кто работал с фронтом, знает, что можно, например, повешать слушателя на клик, и в целом есть такие абстракции, как Event Emitter, которые позволяют создать свой, как сказать, эмиттер событий, подписаться, публиковать события, и в целом банально на этих вещах уже можно построить событийную архитектуру. Допустим, в том же Qt для разработки десктопных приложений, например, существует тоже специальные примитивы для создания событий, событийной архитектуры, потоков событий, фильтрации потоков событий. Так что эта архитектура, она применима не только для бэкэнда. И в целом единственная разница, что здесь у вас брокера событий выделенного не будет. Этот брокер будет находиться также внутри вашего приложения и будет осуществляться с помощью, возможно, там, допустим, какого-нибудь синглтона или какого-нибудь более уже продвинутого подхода, и ваше приложение будет общаться все исключительно публикуя события. То есть не то, что вы должны будете вызвать какой-то набор обработчиков, когда пользователь перешел на определенную страницу. А у вас будет пользователь перешел на такую-то страницу, и все обработчики, которые там должны собрать данные, что-то там отрисовать, они просто подписываются на событие перехода на новую страницу и слушают, там их там эта страница или нет. В целом событийную архитектуру, грубо говоря, можно построить и
на вебе, и на десктопных приложениях, и на мобильных приложениях, естественно. Так что это не только для микросервисов. Есть еще такое, скажем, ответвление событийной архитектуры, это event-streaming архитектура, то есть потока событий. Мы сейчас говорим про очереди и такие, очередь событий, поток событий, какая разница, практически же синонимы. Event-streaming архитектура рассматривает ваше приложение, ваши микросервисы как такой большой завод, то есть как конвейерные ленты. И каждый ваш сервис — это некий этап сборки на конвейере. То есть вот вы поставили там на машину каркас, вот вы добавили к ней колеса или выплавили из руды некоторый металл. То есть у вас организована именно конвейерная обработка. Но абстракция именно конвейера — это еще не все. То есть, понятно, конвейер хорошо подходит к обработке данных. То есть, например, у вас есть данные с кучи датчиков, вам нужно их свести, например, посмотреть на каком-то промежутке, там за последние, например, 10 минут, и сказать: о, у меня данные по датчикам сейчас вот так изменились, похоже, будет дождь. И выкинуть новое событие, типа: дружок, возьми зонтик или дождевик, или ты промокнешь, да? Это в чистом виде конвейерная обработка, и у нас есть поток событий с разных датчиков, которых мы преобразуем и получаем новый поток. Но на этом не все. Мы стараемся мыслить не столько с работы с атомарными сообщениями, а работы с неразрывным потоком. И мы именно порождением нового потока, то есть поток у нас может быть из другого потока получен группировкой, может получен быть преобразованием, может быть получен фильтрацией. И мы стараемся как можно меньше задумываться о том, как мы обрабатываем одно сообщение. Сейчас, секундочку, и перейдем там дальше, пойдем на переменку. Также событийная архитектура, именно потоковая, опирается на то, что вы можете перечитать поток. То есть в стриминг архитектуре это абсолютно нормально сказать, что так, вот этот датчик у меня получил вот такое странное событие, нужно вернуться на 5 минут назад и перечитать события других датчиков. Здесь это абсолютно ок, но вам нужны специальные брокеры сообщений для этого, как правило. Давайте немножко поразбираемся, что такое преобразование потоков событий. Самый простейший пример преобразования — это преобразование map. Например, тут mapx10, собственно, десятикратно увеличивает некоторые показатели на потоке. Также и всем известные фильтрации, как фильтрация каких-то массивов, на потоках работает точно так же. Можно, в принципе, поток воспринимать как потенциально бесконечный массив, из которого вы можете читать, и работать с ним также. Объединение или слияние потоков или мердж, собственно, ориентированные по времени потоки схлопывает в один поток. И вот эти диаграммы я не просто так. То есть, понятно, они нарисованы более красиво, чем обычные диаграммы в моем курсе. Я их не просто где-то нашел. Это диаграммки с LearnerXJS. Вообще есть такой подход Reactive Extensions, может быть, кто-нибудь работал, кто-то знает. То есть, где это парадигма реактивного программирования, и как раз основной абстракцией у нас являются потоки, и с данными мы работаем только на самом низком уровне. Потоки, подписки, операции над потоком, там, условные операции над потоками, операции фильтрации, операции слияния различные. Для всего этого есть хорошие абстракции, и в целом это на самом деле очень интересный взгляд на проблему, потому что некоторые задачи достаточно рядовые из разряда получить последовательный
набор кликов по кнопкам, которые относятся каждая там к своей группе. Ну, то есть у вас есть там группа 1, 2, 3. В каждой из этих групп есть кнопки А, Б и С. И вам нужно отдельными массивами сделать клики по группе А, соответственно, ориентированные по времени, клики по группе Б кнопкам, клики по группе С. И у вас есть подписки только на вообще там клик кнопки, любой. И вот это все как-то группировать, куда-то складывать, делать какой-то там хэшмэпу с массивами, обновлять ее по клику. Может, ну, небольшой, конечно, в таком примере алгоритм получится. Но получится такой достаточно интересный код, который может быть сложно впоследствии читать, когда он будет расширяться. А именно в парадигмах потоков это делается буквально несколькими операторами. Все получается из коробки. И когда у вас возникает необходимость, например, дай мне срез кликов, когда происходили еще какие-то события, а все остальные клики меня не интересуют. А теперь отфильтруй мне из этого среза кликов только клики по первым 2 кнопкам или по кнопкам, которые зеленые. Или дай мне в каком-то скользящем окне статистику. Это все делается реально одним оператором. Можно делать очень крутые интерактивные вещи. И вообще просто рекомендую про Reactive Extensions почитать и в разрезе event-стриминга, и в разрезе просто событийной архитектуры, и просто как интересные концепции, потому что в целом это очень сильно меняет взгляд на программирование обычного разработчика, что задачу можно развернуть настолько иначе. И, соответственно, Reactive Extensions не просто какая-то вот экзотика с красивыми диаграммами, тот же Angular, RxJS использует во все поля, и даже на бэкэнде такой фреймворк достаточно распространенный, как Nest.js использует его, в Java есть Reactive Extensions, тоже достаточно популярный подход. Тут на самом деле никакая не согласованная акция, как вы могли подумать. Это просто пример такой парадигмы, которая тоже относится к событийной архитектуре, как event-сорсинг. То есть что такое event-сорсинг? Это вот когда люди решили максимально просветлиться и добавить ДДД везде, да? Как ДДД поженить с событиями? Будет вот не очень круто выкидывать события о том, что выполни мне что-нибудь, но это же некрасивая событийная архитектура. У нас основная, что в domain-driven дизайне? Сущность. Соответственно, сущность может что меняться? Изменение сущности — это что? Событие. Давайте выкидывать события об изменениях сущности. Вообще можно даже больше ничего, по сути дела, не делать. Например, заказ создан. Биллинговая система такая получает: о, заказ создан, надо выставить чуваку счет. Выставили счет, счет выставлен, кто-то другой на выставление счета отреагировал. Звучит как бы очень круто, но когда все так просто, это недостаточно. Получается, мы выкидываем события, они где-то хранятся, и у нас хранятся еще сами объекты, да, и у нас получается 2 места, где мы храним информацию об одной и той же сущности. А как же мы тогда единую точку правды, которая у нас должна быть в микросервисной архитектуре и вообще в хорошем дизайне, как мы ее обеспечим? Event-сорсинг говорит такой: а давайте выкинем базу данных. А зачем? Мы будем хранить просто только события. Вот у тебя есть событие: родился, потерпел, умер. Мы же однозначно можем сказать, что умер после всего этого. А если родился, потерпел, умер, взял кредит, мы можем однозначно сказать, что это какая-то паранормальная активность. Надо вызывать либо экзорциста, либо администратора, в зависимости от того, о чем мы говорим.
И в целом, да, действительно, в event-сорсинге потоки изменения объектов — это главный источник истины и, как правило, основной. События имеют метку времени, поэтому мы всегда можем перечитать события и восстановить объект, как он есть, то есть просто их сложив. Сейчас дальше об этом расскажу. Изменение сущности, вот мы говорили, что в DDD у нас есть универсальный язык, то есть как event-сорсинг с DDD, собственно, опять же пересекается. У нас для DDD должен быть универсальный язык. И вот как раз изменение сущности и события об изменениях сущности помогают нам формировать этот универсальный язык. Мы описали сущности, мы описали, как изменяются, и во многих системах, в принципе, достаточно описать изменения основных полей и реакции на это изменение. Людям показалось это очень круто. Почему я оговариваюсь, людям показалось это очень круто? Потому что там даже в ссылочках на сегодняшнюю лекцию будут статьи с Хабра, где есть event-сорсинг — это антипаттерн, вы будете гореть в аду, и, короче, это вас все проклянут за это. На самом деле есть претензии к event-сорсингу, даже если не забуду, скину видео на эту тему, но оно будет все равно где-то в комментариях к одной из статей. Все изменения сущности, соответственно, должны отображаться в событиях. Потому что если вы что-то не отобразили, какое-то изменение, у вас это изменение навсегда потеряно. Потому что лог событий — это единственный источник правды. Лог событий не изменяем. Его нельзя никак изменять. То есть даже если у вас есть средства для его изменения на уровне того, как вы его описываете, на уровне того инструмента, которым вы его описываете, вы не должны этими средствами пользоваться. События сущности должны предоставлять полный аудит о том, что происходило с сущностью. Перечитав все события от начала до конца, можно, естественно, получить состояние сущности. И еще один важный нюанс. Event-сорсинг идеально ложится на системы, где вам нужно строить представление в какой-то проекции сущности. Ну, то есть самое простое — это представление во времени. Вам нужно показать, что вчера эта сущность выглядела так, сегодня эта сущность выглядит так, а 5 лет назад она выглядела вообще вот так. И вам либо надо хранить копии этой сущности, если мы в такой совершенно стандартной парадигме подходим к этому вопросу, либо вам можно просто хранить все ее изменения и аккумулировать их к определенному на определенный момент времени. Либо вы можете делать даже ориентированные не только по времени, у вас может быть ориентирована она по нескольким параметрам, то есть может быть некоторый внутренний порядок, и вы можете, исходя из этого внутреннего порядка, построить еще ориентацию и, соответственно, опять же, материализовать представление сущности по вот этому порядку. Достаточно узкая задача, там больше к статистике это применяется. Материализация, ну, это последовательное применение всех событий, часто используют этот термин, и, соответственно, просто захотел это рассказать. Плюсы. Возможно воспроизводить состояние сущности в любой момент времени. Опять же, это очень важный плюс, где это основная ваша бизнес-ценность. То есть, как бы, это очень круто. Кстати, к event-сорсингу, не знаю, кто-нибудь, может быть, когда-нибудь скачивал реплеи на игры и смотрел их, никто никогда не задумывался, каким образом формируются реплеи. Ну, то есть, это же не просто вы видяшку скачали, вы можете там потыкать, посмотреть, какие инвентари были у персонажей там, или какие улучшения были у различных существ. А в целом это делается через очень похожий на event-сорсинг подход. Это шаблон команды, которые записываются, и когда у вас реплей проигрывается, состояние мира, оно аккумулируется вот из этих команд. На самом деле красивое, элегантное решение, которое позволяет прям очень много информации сохранить путем достаточно небольших объемов для хранения. Просто, сравните объем какого-нибудь реплейчика из вашей любимой игры и объем просто видео в хорошем качестве, записанного с экрана. Будут прям различаться, возможно, даже на порядке. Архитектура сконцентрирована не на сущностях, а на их изменениях. Это, как правило, плюс event-сорсинга.
преподносится как. То есть вы не думаете о том, из чего состоит, именно на каких сущностях, а уже концентрируетесь на действиях. Издатель изменений не знает о своих подписчиках, ну, как в событийной архитектуре, естественно, классно все. И наличие аудит-лога. То есть, если у вас человек, который, к сожалению, там скончался, вдруг взял кредит, если в обычной системе у вас, например, есть статус только, что он, например, жив или взял кредит, да, типа его жизнь закончилась, он сейчас в ипотеку выплачивает, да, ну, предположим, сущность у вас сконструирована. Извиняюсь, некоторые мои метафоры, как котенок с дверцей, очень странные. Но не суть. То есть, если у вас это изменение применилось, вы, в принципе, можете там только потом зайти в логи какого-нибудь кубернетса, посмотреть их, такое, у нас статус был человек умер, а потом статус человек взял кредит. Как это вообще возможно? Если у вас этих логов нет, они потерялись или просто прошло очень много времени, если у вас просто сущность меняется, вы не можете провести аудит. То есть кредит взят, и человек его не может отдать, потому что потом оказалось, что приключилось несчастье. Да? А на самом деле не несчастье приключилось, а кто-то, например, ломанул нашу систему или нашел уязвимость и каким-то образом взял на человека, который не должен был его получить, кредит. И если бы был ивент-сорсинг, мы бы могли это расследовать. Минусы ивент-сорсинг. Опять же, это ивент-сорсинг очень религиозная тема, как я уже сказал, кто-то очень это просто не любит, и на самом деле есть обоснование затраты на хранение событий. То есть, если у вас объект меняется, прям очень часто, у вас, допустим, может быть несколько изменений в секунду, да, то, естественно, хранить такой лог событий на протяжении, допустим, срока жизни объекта в несколько лет, это довольно дикое занятие. Если это вам не приносит каких-то огромных прибылей, наверное, ивент-сорсинг это прям не ваш подход. И если это не является бизнес-ценностью вашего продукта, стоит задуматься о затратах на хранение. Ивент-сорсинг нужно сделать правильно. Вы можете подписаться вообще на лог изменения базы данных и сказать: у меня ивент-сорсинг, я слушаю события о изменении полей объекта. Но это будет не в полной мере ивент-сорсинг, потому что у вас детали хранения протекли в бизнес-логику. Возможно, у вас верхнеуровневая сущность, она композитная или имеет какое-то более сложное представление или какое-то трансформированное представление, а не так, как она хранится в базе данных. То есть бизнес-сущность у вас другая. И вот ивент-сорсинг, он должен опираться на изменение полей бизнес-сущности. У вас на самом деле даже чисто теоретически может быть виртуальное поле бизнес-сущности, которое напрямую в базе данных не существует и не меняется, а является некоторой там композицией или вычисляемым полем. И оно изменилось, вы тоже должны опубликовать сообщение. Почему я говорю, что вот в базе данных можно подписаться? На самом деле ивент-сорсинг бывает комбинированный. То есть чистый ивент-сорсинг достаточно сложное нишевое решение. Чаще всего у вас есть и материализованное представление, и лог событий. Материализованное представление представляет сущность здесь и сейчас, а лог событий для всего остального. И также лог событий служит для вот той же потоковой архитектуры, что вам нужно... Одна сущность у вас изменилась, вы получили события и перечитали логи какой-то там другой сущности с начала до конца и снова применили какие-то события. Опять же, классный подход, но если у вас нет хранилища текущего состояния, то материализация текущего состояния, она требует времени. Опять же, представляем, что у нас там несколько изменений состояния в секунду, то материализация этого состояния займет огромное количество времени, чтобы их просто применить на протяжении нескольких лет. Там делаются различные хитрые подходы в виде вот этого текущего состояния, возможно, контрольных точек, когда мы говорим, что, например, каждые 10 минут мы материализуем представление и схлопываем уже не все события от начала времен, а вот берем состояние 10 минут назад и применяем на него все изменения. Вот.
И в целом многие просто считают, что event-сорсинг это вообще никакой не архитектурный подход, а это просто модель хранения данных, и не нужно выводить это на уровень архитектуры. И там, где надо данные хранить как поток событий, храните их ради бога, не стройте всю инфраструктуру, исходя из этого. И вообще, как правило, строить на event-сорсинге весь набор микросервисов – это заведомо плохое решение. И вот event-сорсинг как наглядно нам демонстрирует проблему availability и consistency, то есть доступность и согласованность нашего приложения. То есть вот мы сейчас считаем материализованное представление, да, а тут пришло новое событие. И что? Что нам делать? Сказать: извини, я сейчас не могу посчитать тебе твое материализованное представление, у меня тут событие упало, надо его пересчитать. А если события падают несколько раз в секунду? Естественно, мы не можем прерывать операцию материализации и говорить всем: я вам никогда не посчитаю материализованное представление, потому что я его считаю дольше, чем мне приходит новое событие. У нас получается eventual consistency, то есть временная согласованность, то есть представление о том, какая сущность была, когда ты меня спросил, согласована, она такой и была. Но вот когда я тебе ответил, она, возможно, уже другая. Вот. И когда ты это прочитал, начал обрабатывать, уже никто не гарантирует, что сущность та же самая. И на самом деле согласованность не только в событийной архитектуре, но и в распределенных приложениях вообще это острая проблема. Посмотрим простой примерчик. У нас есть просто покупка товара. То есть мы что делаем? Покупка товара, платежный шлюз нам должен прислать подтверждение платежа. У нас уже получилась событийка. Давайте спроектируем эту событийную систему. То есть событие. Пользователь хочет купить, что у него там лежало в корзине. Мы отправили на платежный шлюз там платежное поручение исполнено. Теперь нам нужно очистить корзину, отправить заказ на сборку, запланировать доставку. После планирования доставки отправить смс о времени доставки. Во время с планированием доставки отправить чек на e-mail. Вроде классно. Вообще событийная система. Произошло какое-то событие, породило новые события. Класс. Но вообще, может быть, кто-нибудь видит какие-нибудь проблемы или что, можем идти программировать. Но понятно, если начала проблемы, здесь явно есть проблемы. Все ли хорошо вообще в этой системе? Все ли мы предусмотрели? Что будет, если платеж не пройдет? Гениально. На самом деле, если платеж не пройдет, нам нужно это отменить всю цепочку, если мы ее уже запустили. Но если платеж не пройдет, это наименьшая из наших проблем. Как раз прохождение платежа порождает кучу сообщений. Но в целом нам надо как минимум показать человеку, что заказ отменен. А вот что будет, если мы запланировали доставку, отправили e-mail, очистили пользователю корзину, а потом обнаружилось, что у нас вообще этих товаров нет на складе? Что нам нужно сделать? Нам нужно вернуть деньги, отменить заказ, отправить имейл, а корзину мы вообще очищать не должны были. Мы должны были сначала проверить бы по-хорошему. Спасибо, Леруа Мерлен, я ждал эту ленту. Но не суть. Да, это как бы это не выдуманная история, это скрин с моего кабинета личного, если что, с Леруахи. Но, тем не менее, вернуть деньги, отменить заказ, отправить e-mail с извинениями мы должны. И это, я не знаю, в записи выкладывается на YouTube. Да, Леруа, неплохо было бы отправить e-mail с извинениями, вот честно. Не суть. Ладно, мы сейчас вводим новый шаг, это проверка остатков. Как бы проверка остатков не прошла, товары у нас не бронируются, корзина не очищается, по-прежнему у нас все классно.
Или у нас все не очень классно? Это дом покупателя. А тут мы понимаем, что когда мы планируем доставку, мы можем понять, что доставка-то не запланируется, и нам либо надо это все переносить последовательно, и что там, доставку перенести раньше бронирования, проверку, или бронирование раньше доставки, но вроде как бронировать, мы должны проверить, что товары-то у нас есть, и потом уже можем ли мы их доставить. А если мы не можем, надо ли нам проверять, что у нас товары есть? В общем, уже начинаются сложные вопросы. А как нам организовать вот эти события так, чтобы не надо было порождать последующие события? Или наоборот, порождать все события, а потом, какое уже не смогло обработаться, уже и отменять всю. Тут нам надо, если мы запланировали доставку, то нам надо отменить сборку заказа. Если мы запланировать доставку не получилось, то нам надо отменить бронирование товаров, то есть вернуть товары обратно на складе в общую кучу, что мы их не будем продавать. Вернуть заказ в корзину, отменить сборку заказа, вернуть деньги. Уже получается очень красивая схема, и кажется, хочется ее перестроить. Но потом мы понимаем, что у нас есть замечательные еще бизнесовые моменты, когда один из товаров на сборке оказалось, что некомплектен, покупатель запросил возврат средств, банк заморозил перевод, в доставке сломались машины все неожиданно, товар поврежден при погрузке или отгрузке. И, мы понимаем, что, наверное, вот это вот архитектурное решение стоит пока не развивать и о чем-нибудь еще подумать. Но на самом деле мы разобрали такую большую проблему, но это же большой бизнес, да, соответственно, у него большие проблемы. Давайте, посмотрим в событийной модели на маленькую проблему. У нас есть аукцион, и там можно купить лот, да? У него есть цена выкупа, и неожиданно в один и тот же промежуток времени, достаточно маленький, приходят два покупателя, покупают один и тот же лот. У обоих списываются деньги, но лот уходит тому, у кого установка права владения этим лотом произошла последним. Это в чистом виде проблема двойной записи. То есть вообще это случается не только в событийных системах, это случается во всех системах, это может случиться даже в монолите, если у нас там нет транзакций, и это тут, естественно, ключевое слово к решению. Если у нас нет транзакций, то, естественно, запись, которая происходит последней, она может переписать результаты остальных взаимодействий, даже если при каждой записи изначально была проверка. Но давайте еще упростим. У нас есть два сервиса. Сервису А приходит сообщение, он хочет сохранить в базу сообщения, отправить это сообщение дальше в сервис Б, а сервис Б должен обработать сообщение и передать дальше. Замечательный пример, буквально. Замечание в чем? Нам бы очень не хотелось сохранить в базу сообщение, которое будет у нас не доставлено в сервис Б. То есть, если по какой-то причине мы не можем отправить сообщение дальше, например, брокер у нас просто сейчас не работает, просто не надо сохранять это сообщение в базу. Например, если у нас сообщение было успешно отправлено в брокер, успешно получено на сервисе Б, но оно некорректное, потому что кто-то что-то накосячил, и баг реально в коде, и оно не может быть обработано. Нам тоже бы хотелось, чтобы сообщение из сервиса А каким-то магическим образом испарилось. Или из брокера Б дальнейшая отправка сообщений невозможна, и вся цепочка вообще не имеет никакого смысла, а в сервисе А у нас лежит ненужное сообщение, которое еще может как-то негативно повлиять потом на статистику. Сервис Б обрабатывает сообщение слишком долго, и уже нет смысла продолжать эту цепочку. И опять хотелось бы, чтобы в сервисе А сохранение в базе сообщения как-то не произошло. И брокер банально потерял сообщение, никому оно не пришло, мы какой-то странный брокер использовали. Или у нас такие гарантии доставки на брокере. Тоже бы хотелось, чтобы сообщение со временем исчезло. То есть даже в такой простой событийной модели могут быть проблемы. Собственно, хотелось бы, чтобы у нас была бы волшебная кнопка или волшебный котик, что еще лучше, который такой вжух, и все вернулось как было.
Соответственно, когда мы говорим о вжух и все вернулось как было, мы вспоминаем про что? Про транзакции. Но, постойте, транзакции у нас работают в рамках одного сервиса. То есть забудем про вот эти все микросервисы, сделаем монолит, обвяжем все взаимодействия транзакций, все будет работать классно. Спойлер, да, скорее всего будет работать классно, если это какое-то рядовое задача, то есть, как говорил, монолит все прекрасно решает, но у нас мы сейчас говорим о микросервисной событийной архитектуре, и не только событийной, это также ложится и на RPC взаимодействия, любые там на взаимодействия в запрос-ответ в общем виде. Есть такое понятие, как распределенные транзакции, которые затрагивают несколько сервисов. То есть это как ваша старая добрая транзакция, связанная с базой данных, например, которая просто блокирует от изменения определенные элементы, и потом, когда все успешно, определенный список действий завершился, она эти элементы разблокирует. Но есть там оптимистичные, пессимистичные блокировки, если успею, расскажу. Но на самом деле распределенная транзакция это есть, а вот как она реализуется, тут уже нюансы. Есть двухфазный коммит. И вообще типов распределенных транзакций и способов, которые приблизительно похожи на распределенные транзакции, существует великое множество. Я постараюсь рассказать об основных. Когда запись в разнородные ресурсы, разрозненные, должна быть строго согласованной, у нас как? По канону у нас один сервис, одна база. Соответственно, у нас два сервиса, две базы. Весьма логично, да? Сделать транзакцию через две базы, особенно через две разные базы с стандартными средствами, какими-то просто невозможно. И вот когда нам нужно как раз сделать что-то, что эмулирует транзакцию, которая охватывает несколько различных сервисов и несколько различных баз, двухфазный коммит. Когда нам нужно писать в разрозненные источники данных синхронно, опять же, обновление нескольких разных баз у разных сервисов, так что нам нужно обновить либо обе базы, либо обновлять не одну. Когда требуется однократная обработка сообщений, и мы не можем сделать сообщения идемпотентными. То есть о том, что мы говорили, идеально это когда у вас одно и то же сообщение никак не меняет состояние системы. То есть сколько раз ты не обновляй поле А на значение 1, у тебя так и будет 1. Это идеальная ситуация, но эта идеальная ситуация достижима крайне редко. Поэтому нам нужно обработать сообщение один раз, тоже двухфазный коммит. Это решает. Внезапно еще один инсайт, двухфазный коммит состоит из двух фаз. Первая фаза – это подготовка. Все участвующие менеджеры ресурсов готовятся к выполнению транзакций и блокируют свои ресурсы. Когда участники провели все необходимые операции, то есть они заблокировали ресурсы, провели их модификацию, они говорят менеджеру транзакции, это координатор двухфазного коммита, что мы все сделали, мы готовы эти изменения окончательно положить в базу данных. То есть свои транзакции, которые у них были начаты в начале фазы подготовки, завершить. Фаза фиксации, фаза коммитов или фаза фиксация /коммит. Это синонимы, а откат это как раз rollback, антоним хорошего исхода. Когда менеджер транзакции подтверждает, что все участники готовы, что они все провели свои операции, он отправляет им команду на фиксацию. И, соответственно, вот так это выглядит. Первый этап. У нас сервис А подготовился, поставил блокировочку, одновременно сервис Б подготовился, провел модификации, поставил блокировочку. Менеджер услышал, что блокировочка прошла, его нотифицировали об этом, он говорит, теперь производишь фиксацию. А на четвертом этапе сервис А и сервис Б произвел фиксацию. Или, например, если сервис А успешно завершил подготовку, а сервис Б на этапе подготовки сломался, то тогда менеджер говорит, так, все откат. Или, например, если сервис Б висит слишком долго и не сделал ничего, менеджер опять же говорит, сервис Б мне вообще не отвечает, всем откат. Плюсы.
Это максимально простой, самый примитивный, наверное, способ распределенной транзакции. И существует даже менеджер распределенных транзакций, который не надо писать самому, но и самому можно написать, ну, достаточно надежный менеджер. Минусы. Естественно, то ли вам надо заблокировать один ресурс и потом пойти к другому, то ли держать блокировку на первом ресурсе, пока самый последний ресурс не выполнит. А операция у вас может быть очень долгая. То есть, если, допустим, делать двухфазный коммит на время там, не знаю, просто там вот всей операции, то есть вам просто держать транзакцию в базе данных на все время, пока у вас там доставка не определится, когда деньги не придут от пользователя, пока он время доставки себе не выберет и не согласует. Это очень может быть долго. И не все базы данных позволяют вам сделать нормальную блокировку, которая не блокирует, например, всю таблицу, а блокирует только определенные данные. Долгая блокировка ресурсов и менеджер транзакций. Менеджер транзакций, его надо либо разрабатывать, либо брать готовый. В любом случае это затраты на развертывание, это точка отказа. И еще менеджер транзакций должен быть либо шардируемый и синхронизироваться между шардами по какому-то протоколу, либо он должен быть в единственном экземпляре. Потому что если менеджер транзакций у нас имеет несколько экземпляров, и эти экземпляры не согласованы между собой, то грош цена такому менеджеру транзакций. А если менеджер транзакций в единственном экземпляре, ну, он, естественно, согласован, но тогда, когда он упал, ну, опять же, все, попрощайтесь со своими транзакциями. Скорее всего, они все там раздельно упадут по времени, если вы это реализовали, а могут висеть в блокировке вечно, и пока вы не перезапустите сервис и не сделаете что-то со своей системой, у вас будет вечная блокировка ресурса. Как бы все звучит вроде как бы очень просто, но очень неприятно. Есть другой подход. Этот подход называется сага. Сага опирается уже на последовательность локальных транзакций и компенсационные транзакции, которые отменяют изменения, когда что-то пошло не так. То есть идея-то простая. То есть мы такие просто смотрим, ну вот, есть двухфазный коммит, он у нас блокирует все, пока весь процесс не завершится. Ну или большая часть процесса, например, которую можно разделить на независимые части, да. Но мы же, ребята, нормальные, мы пишем код красивый, надежный, у нас вообще ошибок нет, максимум это вот в дата-центре могут что-то напортачить, и тогда у нас, да, все упадет, тут мы не властны. Но давайте думать о том, что все будет хорошо. То есть хотелось бы так, что когда все хорошо, чтобы у нас все проходило максимально быстро, так как будто никаких проверок нет, никаких ожиданий, никаких блокировок, ничего нет, у нас вообще идеальный мир с понями, да? А когда, например, у пользователя нет денег на счету, ну, тогда можно как бы и не самый лучший пользовательский экспириенс ему предоставить, можно он там и подождать, можно он все равно денег нам не занес, так что, ну, какая, собственно, разница. И вот рождается такой подход, что у нас есть локальные какие-то операции, компенсационные транзакции. В чем суть компенсационной транзакции? То есть вы, например, заблокировали товары на складе, которые нужно отдать какому-то покупателю, да? А потом оказывается, что по какой-то причине этот заказ не может быть обработан, ну, например, ему реально нельзя доставить эти товары, нет у него, нет доставки в его там, область, например, да? И вам нужно эти товары разблокировать. А можно было бы все это обвязать одной распределенной транзакцией, а можно просто поставить эти товары в резерв и сделать для этого компенсационную транзакцию, которая просто вернет эти товары из состояния резерв в состояние снова на складе. И в целом зачастую для простых каких-то вещей именно шаблона сага вполне достаточно. Его минус заключается в том, что вам на каждую операцию нужно продумывать компенсационную операцию. И есть два подхода к компенсационным операциям. Это саги через хореографию. Это
хорошо ложится на событийные системы, то есть вы выполнили какую-то операцию, выбросили новое событие о том, что операция прошла успешно. Если операция не прошла успешно, вы делаете компенсацию этой операции и выбрасываете компенсирующие события. Тем-то операциям, которые произошли тоже до вас, им-то тоже надо узнать о том, что что-то пошло не так. И, соответственно, нужно как-то компенсировать те изменения, которые были в предыдущих операциях. Также и в системах, которые базируются на банальном запрос-ответ протоколе каком-нибудь. Вы точно так же произвели операцию, операция произошла неуспешно, у себя применили откат, например, просто роллбэкнули транзакцию, или наоборот просто там поменяли значение уже, исходя из какого-то промежуточного хранилища, предположим, просто роллбэкнули транзакцию, и вызываете все последующие сервисы и говорите им: примени у себя, пожалуйста, откат по вот таким идентификаторам. И на этих сервисах должна быть описана операция вот этого отката. Плюс саги и хореографии. Не нужно никаких дополнительных сущностей. У меня даже написано. Хорошо подходит для простых процессов. То есть, когда вам нужно просто предыдущий процесс компенсировать, ему нужно компенсировать предыдущий, у вас идеальная схема для того, чтобы это сагами через хореографию решить. Но если у вас предыдущих процессов большое количество, они постоянно там добавляются, то писать такую сагу достаточно сложно. И в целом писать такую сагу достаточно сложно. Плюс не требуется менеджер транзакций, нет дополнительной точки отказа из-за отсутствия менеджера транзакций. И обязанности распределяются между участниками саги. Сага и хореография. Что там еще? Опять же, из бонусов что можно? Это уже минусы, да, о чем я говорил. Вообще, в целом, из-за того, что это хореографический способ организации саг, вообще, в принципе, при хореографической архитектуре, при хореографическом способе организации взаимодействий, очень сложно отследить, кто кого в каком порядке вызывал, потому что сервисы беспорядочно там могут начать дергать друг друга. И самый плохой вариант беспорядка — это организация циклических или разрастающихся зависимостей. То есть у вас сервис C сломался, он должен компенсировать сервис, вызвать компенсации в сервисе А и Б, а сервис А должен вызвать компенсации в сервисе в сервисе Б и С. И, соответственно, у вас разрастающийся граф вызовов. Этот баг искать ужасно, особенно если он, например, плавающий. И тестировать это сложно, потому что нужно поднять все службы для имитации полноценной работы, потому что понятно, что без наличия всех узлов саги сама сага работать не может. Сага и оркестрация. То же самое, но за применение саги у вас отвечает какой-то оркестратор, то бишь некоторая сущность, которую мы здесь смотрели. Есть менеджер в двухфазном коммите, в саге за это может отвечать оркестратор саги. Все у нас взаимодействие с откатами, с применением саги, моделировано в оркестраторе, четкое разделение упрощает бизнес-логику, за все отвечает один сервис, можем посмотреть, как там эта оркестрация применялась. И самое главное, что если у нас, например, вдруг развалился компенсация саги, мы всегда в единственной точке знаем, что мы пытались компенсировать изменения саги, но это уже невозможно. Такие ситуации тоже бывают. И, соответственно, оркестратор нам легко даст возможность это отследить, когда в хореографии это очень сложно, потому что где она там развалилась, эта сага, непонятно.
мы прям идеально, вот минуточку расскажу, о чем еще почитать. Есть простой протокол, try, confirm, cancel протокол. Про него можно почитать, если у вас основная задача — это синхронное выделение ресурсов. То есть вы, например, там бронируете тачки, самолеты для человека, рестораны. Это все нужно сделать одновременно и одновременно откатить, если бронирование чего-то не произошло. Или какое-то там связанное событие произошло, надо откатить бронирование. Try, confirm, cancel протокол очень простой, очень эффективный, и есть даже фреймворки, которые решения. Local messaging — это на самом деле интересный протокол, сложно гуглится он, и можно почитать про него будет на ссылочках. Связанный также transactional messaging. Local messaging, вот в 2 словах буквально расскажу. Суть состоит в том, что вы, когда выполняете операцию, вы ставите в очередь задачу на отмену этой операции. И если вдруг все развалилось, то эта задача отработает и отменит операцию. Но когда у вас операция прошла успешно, вы из очереди убираете задачу на отмену операции. То есть вы делаете операцию dequeue каким-то образом. Некоторые брокеры сообщений это позволяют. Workflow engine — это Zibi, Node-RED, Temporal. Это как есть приложения, так и фреймворки, которые на высоком уровне позволяют сделать оркестрацию. Как бы рекомендую тем, кто работает с какими-то длительными процессами, вообще посмотреть на Workflow Engine и на Workflow фреймворки. Это в частности Zibi и Temporal. Транзакционный месседжинг нашел только у RocketMQ, Apache RocketMQ эту фишку. Это сообщение, у которого тоже есть коммит. По сути дела, вы сначала отправляете сообщение в очередь, а потом, когда все прошло успешно, вы его коммитите, и только тогда оно появляется в очереди. И где? Да, возможно, у кролика есть. Там тоже есть какой-то transactional messaging, но, честно говоря, я не дочитал. Посмотрю по ссылочкам, докину ссылочки. И outboxing паттерн — это когда вы сообщение сначала не отправляете в очередь, откладываете в локальное хранилище, и есть там... Короче, можете почитать сами. Outboxing паттерн тоже очень классный для отправки сообщений, ссылочки тоже будут. Если у кого-то есть лишнее время, чтобы задавать мне вопросы, это всегда рад ответить. Но я думаю, что это... Раз вопросов нет, можете еще подойти ко мне. Всем спасибо. Буду рад вас видеть в следующую пятницу. И будет опросик небольшой по поводу технологий, которые вам интересны, на которые обратить внимание. Пожалуйста, тут ответьте там. Можете похоливарить в комментах. Как бы исключительно одобряю.